Скоро? 6 километров осталось. Откуда ты знаешь? В путеводителе сказано на 310-м. Проехали 304-м. 6 километров. Господи, как долго. Остались бы в Москве. Сходили бы в театр, переночевали бы как люди. Все ты. Ну, девочка, ну что сейчас об этом говорить? Через 3 минуты будет гостиница. Помоемся, попьем чайку и на боковую. Знаешь, как хорошо. Кто-то еще тебя ждет в этой гостинице. Мы же послали телеграмму. Так они испугались твоей телеграммы. Ой, мать, ты чё ж ты наивный человек, просто смешно слушать. Ну, не будет номера, выедем за город. Переночуем в Стогу под звездами. Чего лучше? Этого еще только не хватало. Я тебе, кажется, уже говорила, что в Стогу больше спать не буду. Ночую сама с жуками и пауками. Это еще что там такое? Ну, приехали. Ну, в общем, я пошла. Правильно, дяденька, поди, родная. Здесь 2 шага. Скажи, что мы приехали, а то как бы номер не уплыл. Номер. Бензин, что ли, весь? Да нет, бензин я проверяла. Литров 5 еще должно остаться. Ты иди, голубка, иди. С зажиганием, наверное, опять что-нибудь. Иди, родная, я тебя еще догоню. Нет ни Генуя, ни Флоренция, ни высокий, как слава, Рим. Просто маленькая гостиница, где вино ударяет в голову, где постели пахнут лавандой, лиловым вином. Прогуляем с утра до вечера, будет бегу условный знак. При свечах подадут яичницу, мы смеемся, читаем Пушкина, отвернется Что, девушка, сосед, а? целуемся. Ну, давай, давай. По узкой скрипучей лестнице кто скорее взбежит на чердак? Автобус Москва-Симферополь отбывает через 5 минут. Просьба занять места. Хорошо. Все в порядке. Здрасте, скажите, пожалуйста, номер оставлен Соболевым? Телеграмма была. Есть, есть. Вот видите, пришли. Девушка, скорее, а то отдам. Мама! Ну что ты кричишь, Таня? Видишь, машина опять. Давай хоть паспорт. Мучение с тобой. Знаешь, сколько народу? Еще минуту мы останемся без номера. Мучение с тобой. Ты посмотри, что творится. Все подъезжает и подъезжает.
Разрешите взглянуть? Пожалуйста. Ну что у вас приключилось-то? Да я уж думаю, не с конденсаторами что-нибудь. Возможный случай. Запасной-то у вас есть, нет? Да где ты был? Ну, давайте его сюда. Что? Не узнаете? Да-да, прошло много лет. А я вас сразу узнал. Анна Петровна? Андреевна? Совершенно верно. Анна Андреевна. А меня, поди-ка, совсем не узнать. А ну-ка, вспоминайте Ленинград. Вспоминайте. Павлов. Лейтенант Павлов. Точно. А назвать-то не знаете как? Так ведь я тогда сразу уснула. Да-да. А утром проснулась и нашла записку. И в ней было написано А. Павлов. И я почему-то решила Александр. Алексей. Алексей Иванович. Алексей Иванович. Алексей Иванович. Алексей Иванович. Так куда же вы теперь и откуда? Откуда это долго рассказывать? А куда? Вот, думаю, к брату. В Севастополь. Так может вместе? Я как раз перебираюсь в те края. Дочка, знаете ли, у меня не очень крепка здоровьем. Вот а тут как раз случай вышел. Пригласили ординатором в больницу санаторного типа. Ну вот, едем. Хорошее дело. А сейчас вы где остановились? Да, собственно говоря, нигде. Буду ожидать автобуса. Думаю, вот тут на лавке. По-солдатски. Да что вы, как это можно на лавке до утра? Устроитесь с нами? Неудобно. А что там неудобно? В дороге все удобно. Забирайте-ка ваши вещи, пойдем. Ну, хорошо. Танюш, ты уже сдала паспорта? Вот нужно отдать еще один, пожалуйста. Это что же, все одна семья? Одна семья. Танечка, ты иди наверх, а я сама заполню листочки и загоню машину. Иди, детка. Алёш. Да? Может быть, не стоит, Анна Андреевна? Не придавайте Нет, ничем значения, не я ей могу потом помочь. все объясню. Ну вот устраивайтесь, Алексей Иванович. Видите, вам и постель уже постелили. Вот познакомься, Танечка, Павлов Алексей Иванович. Схожу за чаем. Мама, что это значит? Кто этот человек? Я тебе уже говорила, Павлов Алексей Иванович. Тот самый Павлов, о котором я тебе рассказывала. Хорошо, но почему он должен ночевать с нами в одной комнате? Ну, потому что ему негде сейчас ночевать. И еще потому, что есть вещи, о которых люди, если только они люди, не имеют права забывать до конца своих дней. Скажи ему, чтобы он не входил, пока я не лягу. Где ты ляжешь? Вон там. Скажи мне, Таня, почему ты такая? Я хочу спать. Нет, почему ты такая? Ну какая, мама? Равнодушная. Я прошу тебя ответить. Мама, ты опять начинаешь? Я прошу тебя ответить. Ну потому что я не вижу ничего героического в том, что один человек дал другому кусок хлеба. Кусок хлеба. Да он спас меня от смерти, я же была мертва. Кусок хлеба.
Я же была мертва. Кусок хлеба. Мам, можно я лягу? Да-да, конечно, ложись. Ты знаешь, Таня, грешно и страшно так говорить. Но иногда я смотрю на тебя, слежу за твоими мыслями, и мне хочется... Да-да. Войдите, пожалуйста. Ну вот и чай. Таня, ты хочешь чаю? Нет, спасибо. Надо свет выключить, а то мешать ей будет. Сколько же мы с вами не виделись, Алексей Иванович? 17 лет. Точнее, почти 18. Давно не виделись. Можно сказать, целую жизнь. И где же вы были все эти годы? Где был? Вы лучше спросите меня, где я не был. Нет месяца, как на родину вернулся. А до этого, можно сказать, объехал весь свет. Странствовал как гражданин мира. И проще, как перемещенное лицо. Известна вам такая категория? Ах, вот как. Стало быть, вы попали в плен. Да, по ранению. В плен я попал дня через 2 после того, как мы расстались с вами. То есть 28 января 1942 года. Под Мгой. Под Мгой. Да, под Мгой. Помните, на этом участке была попытка прорвать блокаду? Как же не помнить? Госпиталя обмороженных и раненых некуда было класть. Да, народу полегло много. Только ничего не получилось тогда. Пейте, пейте. Об этом лучше не вспоминать. Да, ну, конечно, лучше не вспоминать. Только ведь и забыть нельзя. Я вот, к примеру, как сейчас вижу перед собой комиссара дивизии. Таких людей я уже больше не встречал. Ну, как же его забыть?
невозможно. Поэтическим даром он не обладал, но перед этим боем, представьте себе, написал стихи. Целую поэму. Собрал офицеров у себя в землянке и прочитал, как умел, как чувствовал. За нами жены, матери, за нами дети малые, голодные, холодные, больные старики. Нам Родина доверила и жизнь, и честь народную. Нам нет отступления, один нам путь вперед. Вперед, вперед, сыны мои, вперед за город Ленина, вперед за дело правое, за нашу жизнь и честь. Вот так я попал в плен. Вы пейте, пейте. Да, откровенно говоря, и не хочется. Ну, а вы? Я, как видите, выжила и дочку нашла. Правда, нашла ее не сразу, а только через 5 лет, уже 8-летней девочкой. Искала ее, можно сказать, по всей стране, а нашла совсем рядом, в деревне Ровная Псковской области. Странная это была встреча. Да и как могло быть иначе? Ведь мы с Таней расстались, когда ей не было и 3 лет. Таня! Танечка! Танечка! Таня! Нашла я тебя! Нашла! Может, избаловала я ее? Так ведь все в ней. Вот живем. Ничего. Ничего. Ну, давайте укладываться. Вы ложитесь, а я пойду покурю. Коля, я тебе насос. Потащили куда-то чем-то. Хорошо.
А строится все больше по старине, как отцы и деды. 3 окошка на улицу. Да, традиция. Да, традиция. Великая сила, между прочим. Но, правда, сила противоречивая. Не любит уступать новизне. Да-да. Вот, пожалуйста. Такими родились, такими, видно, и помрут. Ну уж вы как-то больно строго. Праздник, гуляют люди. А вы уж, я вижу, готовы весь мир обнять. Нет, пьяниц я ненавижу лютой ненавистью. Не знаю, может быть, это профессиональное, только нагляделась я на их пакости. Была бы моя власть, я бы... Ну, что бы ты сделал? Да уж сделала бы. Могу себе представить. Алексей Иванович, Да? а мы ведь вас так и не посвятили в свои планы. Мы ведь решили не торопиться. Хотим заехать еще к моей сестре в Запорожье. Ну что ж, если не помешаю, готов сопровождать на правах шофера-механика. Я, собственно, тоже никуда не тороплюсь. Ну, вот и хорошо. А то уж мы волновались, думали, вовлекли вас в авантюру. А у сестры торжество. И семейное, и, так сказать, государственное. Сразу 2 дня рождения справляют и пуск нового цеха. Вот как. Как видите, традиции, но уже новые. Сестра-то у меня работает в исполкоме, а муж ее начальником цеха. Интересно, как он вам понравится. Своеобразный такой человек. Да и вообще семья интересная. За стол садится не меньше 12 человек. Но, пожалуй, самая занятная все-таки бабка. Степанида Гавриловна. Ну, это всему глава. Всем домом заправляет. Вот Таня тоже еще ни разу не была. Везу. В Москву на ярмарку невест. Ну, зачем ты так говоришь? Ну, а Гена? Кто мне всю дорогу о Гене твердил? Ну что ж, Гена действительно очень хороший парень. Но ты тут при чем? Действительно ребус. Я говорю, везде в мире есть своя красота. А вот такой благодати не встречал я больше нигде. Да, и то благодать. Таня, что это она там тащит? Какую-то корягу? Ишь, плескается. Был бы у нас с вами хоть маленький бредешок, наварили бы на ужин ухи. Интересно, кто бы это с вами пошел бродить? Ну как-то, Таня. Да уж, Таня у нас рыбак. А почему ты думаешь, что не пошла бы? Еще как бы пошла. Вот видишь. Ну ладно, хватит тебе, да еще босиком. Земля сырая, вставай сейчас же. Одевай туфли. Ну что ты в самом деле? Сейчас же лето. Я знаю, что лето. Одевайся. Вот так-то лучше. Так, ну что же у нас есть? Смотри, ма, как ты напугал человека. Я действительно теперь уже не знаю. Ну уж ладно. Для такого случая по рюмочке можно. Так, с этим ясно.
Кулеш будем варить. Или, как говорят в казаках, кондер. Как это у вас ловко получается? А тут, собственно, никакого искусства не требуется. Самая солдатская стряпня. Если уж на то пошло, я мог бы сервировать дипломатический стол на 24 кувета. Со всеми холодными и горячими закусками. А разве приходилось? Все приходилось, и это в том числе. Приходилось и поваром работать, и официантом, если угодно, лакеем. Как лакеем? Да вот так. Каждая профессия имеет свое название. Из любезности можно назвать камердинером. Но я, собственно, даже и не был камердинером, а просто лакеем. Надо бы снять пену. Где у нас ложка-то, а, Танюш? Господи, как вкусно. Никогда не ела такого вкусного супа. Ну какой же это суп? Это кулеш. Или кондер. Или, если угодно, по-сибирски полевая каша. Ну, со свиданицем. Мам, можно немножечко, а? Ну, выпей, только смотри, не захмели. Фу, гадость какая. Вот возьми ее. Если так дело пойдет, так что же будет? Разрешите-ка. Пожалуйте. Ах, вот так. Алексей Иванович. Да. Алексей Иванович, Ну что, Танюш? можно мне задать вам один вопрос? Отчего же? Конечно, можно. Только я сперва чайник возьму. Таня. Ну, мама. Ну-с, слушаю вас, спрашивайте. Какая была ваша последняя работа? Я работал грузчиком в Гамбургском порту. Вот оттуда мне удалось вернуться домой. Но это не то, что вы хотели спросить. Вы хотели спросить, почему я так долго не возвращался на родину. Что ж, на этот вопрос есть свой ответ. Только тут сразу не ответишь. А если ответишь, то тебя не сразу поймут. Смотрите, какой отличный чай заварился. Удобная штучка. Да, такие удобные штучки поджидают вас там на каждом шагу. Только деньги плати. Ну и что же? Это, по-вашему, плохо? Да нет, почему же плохо-то? Хорошо. Когда есть деньги. Но даже когда есть деньги, вы можете приобрести всякие нужные и ненужные вам штучки. Это не дает еще человеку полного счастья. Заметьте, я подчеркиваю, человеку. А что же дает счастье человеку?
нечто иное. Чувство собственного достоинства, например. Но этого вы можете еще не знать. По молодости лет и недостатку опыта. И не только это дает счастье, но и все, что сейчас вокруг нас. Давайте-ка допивать чай, да и укладываться. Да-да, спать пора. Вот и перепела кричат. Спать пора, спать пора, спать пора. Говорит Москва. Московское Давай-ка время погромче. 22 часа 30 минут. Передаем последние известия. Из Запорожья сообщают. Сюда, на завод имени Серго Орджоникидзе, сегодня прибыли знатные металлурги. Ну вот уже приехали. чтобы принять участие в Как они там только без торжественном нас, открытии бедняги? нового цеха Погоди, дай сплошной послушать. автоматизации. Вчера в Буэнос-Айрес для участия в Конгрессе профсоюзов стран Латинской Америки вылетела советская профсоюзная делегация в составе 17 человек. После пребывания в Аргентине делегация посетит Бразилию и Уругвай. В Токио Алексей Иванович, женская а вы были делегация, в Уругвае? посетившая сегодня посольство Нет, СССР в Уругвае, Японии, Танюша, не был. выразила благодарность японских А в матерей Аргентине? советским общественным организациям за присланное Аргентине? советское лекарство против полиомиелита В Аргентине был. вакцину. Нью-Йорк. 4 недели продолжается забастовка. Ну зачем ты его все время спрашиваешь? Совести у тебя нет. Человеку надо обо всем этом забыть, а ты все время задаешь вопросы. Как это жестоко. Мама, я ничего особенного не спросила. И потом, почему ты думаешь, что ему трудно вспоминать? А может быть, наоборот. Закончились финальные лично-командные соревнования. Если бы было наоборот, он бы не вернулся. В командном зачете на первом месте спортсмены Москвы. Давай-ка спать. Спокойной ночи, Алексей Иванович. Спокойной ночи. Пригонье не смолкает гул тракторов, рокот жаток и комбайнов. Во всех районах области ведется обмолотка льда. Лодки подобраны уже на площади моря от Bueno, hay que terminarlo pronto. Vamos. Escucha, esta mañana, esta hoy. Bueno, señor. Hasta luego. Salud.
Guten Tag, Herr Verwalter. Was ist los? Guten Tag, Chef. Bist du krank? Ну, что он говорил? Просто он меня уволил. Почему? А черт его знает. Когда посаду? Обрало очень даль трабаха. Ты ему сказал, что хвораешь? Сказал. А он что? Говорит, раз хвораешь, значит, надо лечиться. А то еще помрешь здесь, а нам за тебя отвечать. А про нас ничего не говорил? Ничего не говорил. Погоди. Ну и что ж ты собираешься делать? Ну как, что надо идти. Велел явиться на инстанцию за расчетом. Пойдем вместе. Нет таких порядков, чтобы больного человека увольняли. Пойдем, что ли, потолкуем там? Пойдем. Только толку никакого не будет. Как бы скандал не получилось. Как хочешь. А я пойду. Буэнос. Буэнос. Видать, еще не приехал. А вон. Это другая. Живут же. Сядем, что ли? Da bist du ja. Und was wollt ihr? Herr Verwalter, der Mann ist krank, aber er macht seine Arbeit. Er drückt sich nicht. Verstehen Sie? Ну, говори по-русски. Вот, я говорю, человек захворал, а все равно работает. От работы не отказывается, а вы его увольняете. Ну, куда он пойдет? Этого я не знаю. Но он не может работать. А больницы у нас нет. Пусть идет в город в больницу. Не дело, господин управляющий. Если вам не хочется оставлять его одного, вы можете отправиться вместе с ним. Я вас не держу. Подождите там, я вас вызову. Во, сходили. Экая тварь. Носит же земля такую подлюк. Да разве язвик в душу они чувствуют? Таких сволочей на удавке давить. Ну что ему человек такой скотине? Ну, будет. Давайте еще материться начнем. А что? Хоть душу отвести. Все равно ни хрена не понимает. Сеньора? А че в самом деле? Ходит, понимаешь, халуй.
Командует еще. А кто он такой? Что за птица особая? Обыкновенный халуй. Сырынян. Сукин сын. Ну ладно, прекрати это. Как вы славно ругались. Ну, так что же произошло? Передаем сводку погоды. Сегодня на большей части европейской территории Союза стояла теплая, ясная погода. Жарко было на Украине, Северном Кавказе, Приволжье и на юге Казахстана. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке была умеренно теплая погода. В Западной Сибири, на Южном... Просто удивительно. У нас машина уже 5 лет, мама ни разу не дала мне сесть за руль. И не дам. На дороге не стоит. Вот к вечеру съедем в степь. Она там может отлично попробовать. Алексей Риску Иванович. никакого. Алексей Иванович, я вас убедительно прошу этого не делать. Не будет же она вечно ездить по степи. Хватит мне и так с ней забот. Но вы же сами когда-то впервые сели за руль. Ну, это когда было. Но все-таки было. Ну, да кто я, то она. Он девчонки гоняет на мотоциклах. Просто смешно. Пусть девчонки и гоняют, а ты не будешь. Действительно, одна дорога замуж. Таня, ну что ты говоришь, какие глупости? А что в самом деле? Документы! Вы что наделали? Вы что наделали? Погоди, погоди. Документы. Смотри номер. Документы. Товарищ лейтенант. Одну минуту, гражданка. Ну, конечно. Я. Не толпитесь, граждане. Нет, ты меня поила, да? Там же человек лежит. Нет, помогите ты меня ей. поила, да? Спокойно. Я могу его осмотреть, я врач, может быть, он еще жив. Составляйте протокол, я сейчас. Не Какое толпитесь, граждане, несчастье. не толпитесь. Дайте дорогу. Документы ваши. Пожалуйста. Нет, а к чему это? Документы ваши! Пожалуйста. Освободите шоссе! А вы проезжайте, проезжайте своей дорогой! Пропустите. Позвольте, позвольте. Васька! Беги в правление! Скажи, Иван Дмитрича убила! Помоги, помоги. И кто ему будете? Да соседка я. Ну, вот перестаньте-ка плакать, помогите ему. Подержите вот здесь под коленями. Осторожно. Таня, иди-ка сюда. Ну что ж ты стоишь, быстрее. Иди, подержи. Дайте дорогу, дайте дорогу. Проверь. Вот Симферопольского автобуса, мне же стоять некогда, давайте. Не толпитесь, граждане, не толпитесь. Так,
Ну, кто мне покажет, где у вас тут больница или медпункт, что есть? Женька, я покажу. Садись. Алексей Иванович, я, наверное, задержусь, а вы устраиваетесь там, вон в том поселке. Хорошо. Я вас найду. Ты Сачин, что ли? Так я сейчас сюда подъеду. Как дорога? Как дорога? А вы садитесь за руль и отведите машину в район. Расходитесь, граждане, расходитесь. Да, жив еще зверь в человеке. В одном сидит волк, в другом лиса, в третьем заяц или мышь. Тоже звери. А то и все сразу целой компанией. А во мне какой зверь сидит? В тебе? В тебе еж. Да. Вы тоже, наверное, всяких понагляделись. Да. Ну и какой же самый опасный? Да, по-моему, все-таки заяц. Верно. А бывают люди, чтобы совсем без зверя. Разумеется. Вот на них-то и земля держится. Ты разве не встречала таких никогда? Встречала. Ну так вот. Пойдем-ка, друг, устраиваться. А вы в каком лагере были? В Майданке или в Освенциме? Сперва в Майданке, потом в Дахау. А в самом конце войны в Бухенвальде. А ты откуда знаешь эти слова? Что же вы думаете, мы ничего не знаем об этом времени? Читали, проходили даже. Проходили. Вот и мы проходили. Вот как раз в Майданке я и пытался бежать первый раз. Только ничего не получилось. Пробовал бежать в одиночку. Дорого это мне тогда обошлось. А в Дахау у нас было уже 4 друзей. Ну и как это? Дахау. Дахау? Вот, между прочим, в Дахау была девочка лет 15. Родом она была из Греции. У нее вся семья погибла в лагерях. Она была безумная и бродила по лагерю без всякой цели. Подойдет к проволоке, смотрит, как мы работаем. Бормочет что-то на своем языке. Она мучилась от голода. И у всех без разбора просила пищу. Даже у конвоиров. Вот как-то мы работали на расширении внешней ограды. Она подошла к проволоке и стала просить. Бормочет, показывает себе народ. Конвоиры, глядя на нее, потешались в свое удовольствие. Они, видишь ли, для развлечения разрисовывали ей лицо. Пино. И на этот раз девочка была вся измазана сажей. Борода, усы. Пино. Pino. Einmal versuchen, 5-mal wurde das Ding gesagt. Pino. 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 Так вот, Борька Никин
тоже из ленинградских студентов. Очень сильная натура. Часто попадала ему от конвоиров. Но он не сломился, а вел себя смело, даже вызывающе. Hey, hey, mein Freundchen! Na, komm zurück ins Körbchen! Was schon? Komm mal her. Ja, jetzt mach ihn doch fertig. Pass auf, mein Lieber. Komm, zack, weg. Weg da! Los, lass ihn los! Los, alle rein! Ну, что нам оставалось ждать? За такое дело расстрел. И мы в ту же ночь решили бежать. Но уже вечером нас куда-то повели. И мы решили все. Ну, представь себе, оказывается, нет. Большую группу заключенных переводили в Бухенвальд, и мы оказались в списках. Вот этим и спаслись. Значит, вас освободили в Бухенвальде? Да, американские части. Перед самой капитуляцией нас совсем кормить перестали. А дня за два даже охрана разбежалась. Многие уходили из лагеря, куда глаза глядят. Но я не мог идти, потому что болел брюшником в очень тяжелой форме. А другие трое не хотели меня бросать. Вот так мы все четверо и попали к американцам. А потом? А потом? Потом, когда я немного поправился, написал письмо брату. Больше у меня никого не оставалось. Все погибли в Ленинграде. Он был единственным близким человеком, от которого я мог ждать ответа. И ответа не пришло? Нет, не пришло. Я решил, что брат погиб. А он был жив. Ну, значит, почта подвела. Или, может быть, и вы дали неточный адрес? Нет, адрес был точный. А потом? Потом я работал в Судане на копиях. Там обзавелся малярией. Перебрался в Канаду. Но в Канаде оказалось перемещенных больше, чем работы. И мы всей группой подались в Аргентину. Ах, вот когда вы попали в Аргентину. Да, а что? Ну, а там? Что было в Аргентине? В Аргентине? Вот как раз в Аргентине-то я и работал. Лакеем. Но, однако, мы с тобой пришли. Мам, чего, дяденька? А мать где? Мама пошла, в лавку пошла. Ну, мы подождем их. Ладно, подождите. Что это ты с ней делаешь? Слушаю. Что? Стучит. Ну как же, у нее там сердце. У тебя тоже стучит. Ничего подобного, у меня не стучит. Стучит. Ну-ка, давай послушаем у него. Ну как? Стучит. Здравствуйте. 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 Я сейчас иду, а соседи говорят, гости к вам. Вы извините, что мы без хозяев в дом вошли. Да ну. Хотели попроситься у вас передохнуть. А если придется, то и переночевать. Ну так что ж. Мы с дороги, может быть, слышали, у вас тут авария произошла. Ну как же. Страсть такая. Так это что, стало быть, вас сбило? Да нет, мы живы-здоровы. Но машина наша ушла, повезла раненого в больницу. Наша хозяйка доктор, она его и повезла. Ну так что, можете у нас остановиться, у нас места много.
Хотите здесь, а хотите на сеновале устроить. Ну зачем же мы будем вас затруднять? Мы на сеновале отлично Ой, устроимся. конечно, на сеновале. Конечно, на сеновале, конечно, на сеновале, конечно, на сеновале. Ну вот, здесь вам хорошо будет. Прохладно. Устраивайтесь. Спасибо. Только я вас одно попрошу, вы уж там не курите. Ну что, мы порядки знаем. Ну, устраивайтесь, отдыхайте. Спасибо. Спокойной ночи. Алексей Иванович, можно мне задать вам еще один вопрос? Ну спрашивай. А была в вашей жизни любовь? Ну как же человеку без любви? Была. Перед самой войной собирался жениться. Да война развела. Сейчас в Ленинграде искал концы, но от этой семьи никого не осталось. Все погибли в блокаду. Все до одного. А там? Там? Ну, какая же там могла быть у меня любовь? Иди-ка, Танюша, спать. А я посижу, подожду Анну Андреевну. Иди. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Как славно вы ругались. Ну, так что же произошло? Давно я не слыхала такого чистого русского языка. Вы все трое русские? Русские. Власовцы. Нет, мы не власовцы. А что, разве власовцы это плохо? Ну ладно, пусть не власовцы. Я слышала, кого-то из вас увольняют. Вот его. Увольняют по болезни, а мы считаем, что это несправедливо. Ну да, конечно. По болезни это несправедливо. Как ваша фамилия? Павлов. И у меня ведь девичья фамилия тоже русская. Это муж у меня был немец. И от него осталась немецкая фамилия Хартман. А девичья фамилия у меня Щербацкая. Павлов. Это красиво. Просто и звучно. А ваша фамилия? Моя? Кличко. Саватеев. Красиво. Красиво. А как вас зовут? Алексей А по отчеству? Иванович. А меня зовут Мария Николаевна. Я скажу Вольфгангу, чтобы он вас не трогал. Спасибо. Во, правильно, поддержите земляков. Я обязательно скажу. Но у вас жар. Вам нельзя работать на плантациях. Можно найти работу в доме. Мне как раз нужен человек. Пойдемте со мной. Ну что же вы? Иди, иди. Хотите, входите, не бойтесь. Сейчас он придет, я отдам распоряжение. Вы курите? Пожалуйста. Благодарю. Откуда вы родом? Я родился в Сибири. Учился в Ленинграде. В Ленинграде? Моя мать тоже была из Петербурга.
Но сама я там никогда не бывала. Только постоянно слышала от нее и полюбила этот город. Вот моя мама. Смотрите, какая она была очаровательная. Хотите, я вам покажу свою русскую комнату? А чего же интересно? Пойдемте. Пойдите. Ну вот. Вы любите эту картину? Нестеров. Я вижу. Копия, конечно, но ничего. Я ведь тоже занимаюсь живописью. Хотите, я вам покажу кое-какие свои работы? Пойдемте. Раньше я так писала, а теперь вот так. Времена другие. Но вы не любите живописи. Да чего же люблю? Да вам совсем плохо. Ну, садитесь, голубчик. Да, мадам? Да-да, Вольфганг, я звала вас. Я беру господина Павлова в наш домашний штат. И прошу вас позаботиться о его здоровье. Отведите ему комнату где-нибудь здесь, в большом доме. Пока все, ступайте. Я скоро отпущу к вам господина Павлова. Я только хочу вам показать свою последнюю работу. Кто вас звал? Мари, не pourquoi? На 1 минуту. Все очень просто, голубчик. Услышал одну речь и пришел поприветствовать соотечественника. Решите представиться. Львов Щербацкий Константин Константинович. Ну, не тот Львов, не тот Щербацкий, но все-таки есть в имени моем что-то от литературы, от родной истории. Рад познакомиться, с кем имею честь. Павлов Алексей Иванович. Павлов, это не родственник академику? Нет. Однофамилий, стало быть. Очень рад, очень рад. Ну, все? Все. А почему вы гневаетесь, мадам? Мари, это комично. И потом портит кровь, вот и складочка пошла. Старит немного, старит, голубчик. Это все старит. На 1 минуту зашел и попрошу еще 3 папирос. Совершенно искурился, мои кончились. Ваши кончились. Тогда берите мои. Благодарю, благодарю. И берите больше. Чтобы вам так часто не подниматься наверх. Вам это вредно. Беру больше. Ну, будем встречаться, беседовать на катке. А bientôt. Ну, А ce ступайте. soir, peut-être. Несносный старик. Это мой дядюшка, троюродный. Старый стал и глупый. Что я вам хотела показать? Мою последнюю работу. Вы знаете, это скульптура. О, вам совсем плохо. Какая я бесчеловечная. Вольфганг! Ну, вы должны меня понять. Я так обрадовалась русскому человеку. Мадам? Надо помочь господину Павлову. Ему совсем плохо. La vez pasada no tuvimos suerte. Nos cogió una lluvia. Estaba completamente mojado. ¿Puede usted imaginarse lo que parecía? Hola. ¿Cuántos conocidos? Y hace buen día. Salud.
Ну, поехали. Скорее, скорее. Ну что, Алёша, Алёша, Алёша. Славно здесь. Ну так как же мне перейти? Экий ты у меня хмурый парень, Алёша. Возьми-ка меня на руки. Oh, liebe Tante, Tag, ich freue mich Maria. sehr, dass Sie gekommen sind, bitte. Guten Tag. Tag noch für die Anna. Oh, schöne Töchter. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich? Oh, madame. Anna Chantel. Ja. Sì, papà. Mi cambio amigo. Buona estate. Mucho gusto. Mucho gusto. Permítame, sobrino. Hermosa. How do you do, please? Ну, cher ami, милый друг Алексей Иванович, comment ça va? Très bien, comme toujours, n'est-ce pas? Спасибо. Живем. Вот это прекрасно сказали. Живем. Что ж, теперь вы почти полный хозяин в этом доме. Сделайте героический жест. Подарите мне вот эти 3 тарталетки avec кавьяр. Берите, берите. Вы очень любезно, говорю вас. Чертовски люблю икру. Вкусно в невероятности. Но редко перепадает в последнее время, так как с тех пор, как кошка Мари стала обыкновенным крокодилом, меня преотвратительно кормят в этом доме. Вы знаете, я подозреваю, что она специально каждое утро спускается вниз в кухню, чтобы заказать вот этот чертов габел-суп, от которого я скоро уж не потяну ног. Или протяну ноги. Как по-русски стал забывать идиому. Сам. Протяну ноги.
Подтянул ноги, совершенно верно. Немножечко лимона, если позволите. Чуть-чуть. Правильно. Ну, это, несомненно, новый шедевр Марьи Николаевны. Поразительная дрянь. Бездарно, как лошадь. Я говорю однажды, Марья, перестань. Прекрати. Ничего не получается. Ну и дорого. Это я нарочно, потому что она скупая, вероятно, и на этом можно сыграть. Дорого, говорю. Ну, подрамники, кисти, краски, холсты. Подбери что-нибудь подешевле. Ну, скажем, пение. Совершенно бесплатно. Она ответила мне очень важно. Хорошо, я подумаю. Не понимает шуток. Глупа, как пробка. Перестаньте, Константин Константинович. Перестаньте, это вы перестаньте, дорогой, вы перестаньте. Перестаньте, пока не поздно. Слушайте, на моих глазах она уже сожрала 3, вы 4. Это же все здесь начиналось, вот в этом самом доме, ладно. Старик, убогий старик, ну почти как я. А ей 17 лет. Безобразие, срам, мерзость. Она кружилась вокруг него, как папион, как бабочка вокруг свечи. И получился любопытный парадокс. Сгорела, видите ли, не бабочка, а свеча. А бабочка превратилась в приподлую бабу. И пошла эта коммерция. Она же богата чертовски. Было все брошено к ее ногам. Старик оставил ей все, вот этот дом, деньги, все поместья. Но мало. Жадности. Больше денег. Ужасно. Вот теперь дом полон каких-то бродяг. Пошли эти журфиксы, эти файфокроки на коммерческой основе. Какие-то странные типы болтаются здесь. Черт их знает, кто это такие, даже не знаю. Какие-то скотогоны, скотоводы. Он сейчас какой-то новый появился. Вот, правда. Завела себе какого-то нового. Ровный, круглый. Сейчас потащит его показывать свою так называемую русскую комнату. А на чёрт ему русская комната? Когда его жизненный идеал – торговля свиньями. И то исключительно потому, что коровы для него чересчур аристократичны. Перестаньте. Перестаньте. Перестаньте вы, мой дорогой, как можно скорее, пока еще можно унести ноги. Я забираю свои тарелки, вы мне их подарили. Вот эту и эту даем там, у себя. И ретируюсь, пока Маша не пришла. И для папироски. Это был бы страшный скандал. 2 всего. А bientôt, mon cher. À bientôt. ¿Cómo le parecen mis últimos cuadros? Muy bien. Maravilloso. Son trabajos modestos, pero yo creo que tienen algo de nuevo, ¿verdad? ¿Quiere usted ver mi cuarto ruso? Sí, con gusto. Por favor. Не могу спать. Не могу спать. Что ты? Там корова все время жует. Кто-то шевелится в углу. Наверное, куры. Да, наверное, куры. Ну что ж мы теперь с тобой делать будем? Ты же сама хотела на сеновал. Ляг, закрой глаза и считай до 1000. Я уже досчитала до 2. Знаете что, Алексей Иванович, давайте лучше вы идите спать, а я посижу, маму подожду.
Да-да. Разрешите? Пожалуйста, входите. Скажите, голубчик, что это было сейчас? Необъяснимо прекрасно. Родина. Ах, непросто это. Несомненно, вечер. А вот это вот... Это уж утро. Иволга. Иволга. Разрешите сесть? Пожалуйста, пожалуйста. Иволга. Слово-то какое. Великий народ, великий язык. А мы с вами кто такие? Des pauvres étrangers. Иммигранты. Ну какой же я иммигрант? Ах, помните, голубчик, перестаньте. Иммигрантишка паршивый. Это все происходит незаметно. Сегодня представитель великой нации, а завтра флаг, мираж, шелуха истории. Я по себе знаю. Уезжайте, дорогой. Уезжайте поскорее, пока вас не затянуло это проклятое болото. Ну что вам тут? Тут же все ничтожно, мелко, глупо, старо, подло. Вот разве только что подлости покрупнее. А просим, какой к черту. И грешить-то толком не умеет. Грешат без души, как обезьяны. Уезжайте, дорогой. Быть может, вас не все, не сразу поймут, а другой разговор. Ну, благородные поступки не сразу понимаются. Это мещане понимают друг друга с полуслова. Там все необычайно просто, там действуют простейшие инстинкты. Злоба, алчность, жестокость, жадность. Денег, денег, денег больше, скорее куда-то распихать по карманам. А куда их к черту? Что, их в гроб положишь, могилу несешь? А, ерунда все. Вот я, к примеру, был богат, как крест, и глуп, как последняя тетейка. А теперь нищ, но человек. Ну-ка, возьмите меня. А мещанину все просто. Кто наверху, тот прав, а кто внизу, тот уж не прав. Меня учили по-другому. Прав тот, кто прав. Ну, значит, вы как раз идеалист. Впрочем, я тоже. А без этого нельзя, нельзя, нельзя. Надо во что-то верить. Во что-то надо верить. Между прочим, я принес вам газету. Я выписываю, представьте. И читаю с огромным интересом. Невероятные дела делаются. Невероятные. Там сейчас, между прочим, огромные перемены. Огромные. Знаю. Знаете. Ну, а если знаете, так почему же здесь, у подола... Впрочем, простите, простите, простите. Понимаю, все не так просто. Как говорится, чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Да. Разрешите мне подать вашу ливрею? Ну зачем вы так? А я нарочно. Под ребро, под ребро. И разрешите еще рублевска просить. Пожалуйста, пожалуйста. Мариус, а то совершенно искурился, ну в прах искурился. Вот спасибо, дорогой. Вот добрая душа. Ну так, адью. Hallo Maria.
Так, я рада вас видеть. Guten Tag, meine liebe Tante. Guten Tag. Guten Tag. ¿Cómo estás? How are you? Алексей! Да, мадам. Я сегодня буду говорить по-русски. Видите, Зерболь, помогите мне. Алексей! Рад. Вещи, пожалуйста, наверх, только там, конечно. О, мои русские трофеи. Алексей, geben Sie mir bitte ein Messer. Что? Нож. Это матрешка. Ну, это приятно. Bitte. И вот вам, пожалуйста, спутник. Это поразительно, конечно. Das ist natürlich großartig. Mais, comment on dit en français? Ну, nehmen Sie bitte Platz. Видите ли, что бы там ни говорили, что бы ни писали, Was man auch sagt und schreibt, я утверждаю, ich kann Ihnen versichern, Россия сегодня это страна нищих. Russland ist heute ein Land der Armen. Если бы вы видели эти моды. Wenn Sie diese Moden sehen würden, bloß. Я привезла несколько шляпок. Ich habe einige Они больше Dinge объяснят, mitgebracht. чем мои слова. Die sagen mehr als alle Worte. Хотя потом. Na, vielleicht später. Но дело, разумеется, не в этом. Darum handelt es sich auch nicht. В стране утрачены идеалы. Aus dem Land sind die Ideale. Я не знаю, ушли они вместе с верой, Ich weiß nicht, ob ушли ли sie вместе с Богом. Gott oder der Religion Но verschwunden ушла sind. Россия. Aber das alte Russland gibt es nicht mehr. Исчезла красота, о которой столько рассказывала мне моя мама. Вы помните, танцу? Очаровательная старина перемешана с нелепейшим модерном. Das Alte ist mit einer unmöglichen Modernität vermischt. Все перепуталось. Alles ist durcheinander. По улицам движется сплошная человеческая Auf der масса. Straße bewegt sich eine große Но ни одного Menschenmasse. лица я не запомнила. Aber В глазах man нет. kann kein Gesicht sehen. Man kann nicht in den Augen Все lesen. куда-то торопятся. У меня был провожатый из нашего аргентинского посольства. Ich hatte einen Begleiter aus der Не глупый молодой человек. einen jungen Mann. Я его спросила, Den habe ich gefragt, куда бегут все эти люди? wohin eilen alle diese Leute? И он мне ответил, Und er hat mir gesagt, они бегут строить свой коммунизм. sie rennen, um ihren Kommunismus aufzubauen. Что осталось от России? Was ist aus Russland geworden? Бедная мама. Она все хотела поехать на родину. Meine arme Mama wollte immer noch mal gerne in die Heimat. Но я рада, что она не дожила до Aber ich bin этого. froh, dass es nicht dazu gekommen Ей ist. это было бы невыносимо. Es wäre sicher тяжело. sehr schwer geworden. Ну, все-таки я хочу вам показать эти шляпки. Ich zeige Ihnen aber jetzt die Hüte. Einen kleinen Moment. Ну, только быстрее. Не хватит ли? Что вы сказали? Я сказал, недостаточно ли вы наболтали чепухи? Это что-то новое. Слушайте, да как вы смели говорить со мной подобным тоном? Самое лучшее, что вы можете сделать, это отправиться отсюда вон. С величайшим удовольствием. Только один вопрос. Пожалуйста. Да ну что вы можете знать о России? И что вы могли там понять? Вы там были 2 недели, а я родился и вырос. Нехорошо. Стыдно, стыдно. Русская женщина. Нехорошо. Нехорошо. Видите ли, мой дорогой, вы родились в России и выросли, но вы не были там 15 лет. Ну что вы можете знать о России? И боюсь, что вас сюда просто не пустят. Вас там никто не ждет. Ну, ступайте, вы мне больше не нужны. С величайшим удовольствием. Хозяйка. Алексей, что это значит? Алексей, не делайте глупостей. Вы спите? Нет, я укладываю вещи. Неужели вы обиделись? Это глупо. Откройте дверь.
Прошу извинить, но я не одет. Ну, перестаньте валять дурака. Ну, что это за идиотская затея? И куда вы поедете? Вот это уж мое дело. Алёша, прости меня. Не придавай значения. Я дрянная женщина, но я люблю тебя. Ну, что ты хочешь? Ну что ты хочешь? Не кричите так громко, все уже спят. Вы завтра не сможете посмотреть прислуге в глаза. Я выгоню всех вон. Ну, открой сейчас же. Ну, что ты хочешь? Ну, хочешь, я завтра назову тебя своим мужем? Опомнитесь, Марья Николаевна, ну какой же из меня капиталист? Так убирайся к дьяволу! Большевистское отродье! Неблагодарная тварь! Примите-ка лучше капли. И успокойтесь, а утром все станет на свое место, вот увидите. Алёша, прости меня. Ну, не придавай значения, ну, прости меня. Ничего, он прокричит раза 3-4 и замолчит на час. Постарайся в это время заснуть. Постараюсь.